Привет, я Саша Капуста, это канал Твой шрифтовой фетиш, серия видео по созданию вариативного шрифта FontLab. Мы уже некоторое время работаем над нашим шрифтом, но у него до сих пор нет названия. Пора бы его и придумать. Если мы посмотрим на левую верхнюю вкладку в программе FontLab, то мы увидим, что наш шрифт называется Unnamed Regular, то есть он безымянный, и это обычное начертание. Как мы помним, мы с вами прописывали название в самом начале, но на самом деле это не название было шрифта, это было название проекта, который мы с вами сохраняем и в котором мы работаем. Поэтому самое время, во-первых, придумать название нашему шрифту, а во-вторых, прописать это в информации о шрифте, чтобы при экспорте, чтобы при использовании этого шрифта он назывался не безымянный, а полноценное имел название, как и любой уважающий себя шрифт. Мы уже с вами его изначально назвали журнальной рубленой, потому что это по большому счету не наш шрифт, мы просто его повторяем, и у него есть конкретное название, журнальная рубленая. Поэтому здесь нам это особо не понадобится. Но в будущем, когда вы захотите выпустить свой шрифт, уже другой какой-то, который вы нарисуете, вам все равно придется придумывать название. Поэтому, чтобы немножко облегчить вам задачу, я вам расскажу, как я, например, придумываю названия, откуда я их беру и какие я использую для этого методы. Главное, что нужно помнить, это при создании своего названия не нужно брать чужие названия известных шрифтов. Ну, то есть, если вы, например, выпустите какой-нибудь свой рукописный шрифт, назовете его Гельветика или Футура, пользователь будущий, который скачает этот шрифт и будет думать, что он скачал Гельветику, откроя его, он увидит вообще непонятно что, не то, что он ожидал. Это будет, скажем так, какая-то путаница. В общем, ну, такое никому не нужно, потому что все прекрасно знают, как выглядит Гельветика, как выглядит Футура, и никто точно не ожидает увидеть там какой-то рукописный шрифт. Во-вторых, известные названия шрифтов, которые на слуху, это, как правило, какие-то торговые марки зарегистрированные. Поэтому, если вы будете выпускать свой шрифт на каких-то коммерческих площадках, скорее всего, вас туда не пропустят и не станут продавать такой шрифт, потому что там условная Гельветика Футура — это уже, во-первых, известный шрифт, во-вторых, это зарегистрированная торговая марка, поэтому вам либо просто откажут, а в худшем случае могут еще и там юристы написать какое-нибудь письмо нехорошее на почту с требованием там удалить ваш шрифт или там заплатить какой-нибудь штраф и так далее. В общем, вам это не нужно, поэтому лучше придумать свое полноценное название. Ну и в-третьих, когда вы называете свой шрифт каким-то известным названием, пользователь, который захочет скачать именно ваш шрифт, именно ваш рукописный шрифт, который будет почему-то называться там Футура или Гельветика, он никогда в жизни его не найдет. Просто потому, что при поиске слова там Гельветика, Гельветика шрифт при таком запросе, он найдет 1000 сайтов, где его можно скачать именно Гельветику, а ваша Гельветика, он ее просто не найдет, и, скорее всего, она где-то будет там, на самых последних страницах поисковика, поэтому он просто даже если захочет, не сможет до него добраться. Поэтому какое-нибудь оригинальное название – это самый лучший способ как-то распространить свой шрифт, чтобы люди его запомнили, чтобы люди его находили через поисковик, если вдруг им потребуется. Ну, в общем, идею вы поняли. Существует масса способов, как придумать название шрифта. Один из них, самый-самый простейший, это ваша фантазия. То есть вы берете и придумываете название из головы, или, например, как делаю я обычно. Это просто, если вдруг я увидел какую-нибудь красивую надпись или какой-нибудь там текст на какой-нибудь старой табличке где-нибудь в интернете, может быть, или на улице. То есть мне понравился сам рисунок шрифта, то есть рисунок букв, которые я увидел. Я в голове начинаю примерно уже прикидывать, как они выглядят, если мы, допустим, представим и в голове дорисуем новые буквы, которых еще нету на этой табличке. И вот манипулируя и складывая между собой вот эти вот символы, можно примерно придумать какое-то слово, которое, во-первых, отражает все знаковые какие-нибудь красивые символы из этого шрифта, а во-вторых, складывается какое-то прикольное название, и вот это все вместе, оно хорошо отражает вообще все настроение, всю суть нашего шрифта, который мы там планируем с вами нарисовать. То есть, таким образом, поиграв в голове с различными комбинациями символа рисунков, таблички, которые мы увидели, мы можем получить полноценное название вот просто из головы. А можно просто его придумать, можно просто его, я не знаю, где-нибудь посмотреть в одном месте, но использовать с рисунком другого шрифта. И таким образом, ну то есть комбинируя, мы можем с вами сделать все что угодно. Разумеется, не стоит брать в качестве вдохновения графем рисунка, собственно, шрифта, шрифт, который уже существует в цифровом виде. То есть нельзя взять какой-нибудь красивый шрифт, который кто-то уже нарисовал в цифровом виде, который его продает, который там, не знаю, даже бесплатно раздает, перерисовать его
и выдать за свой. Но это плагиат, это никому не нужно, такое очень быстро, скажем так, будет найдено, и, в общем, вы себе испортите репутацию, и все ваши будущие шрифты люди будут воспринимать как какой-то плагиат. То есть даже если вы придумаете что-то оригинальное, все будут думать, что, скорее всего, вы его украли, вы его перерисовали, просто мы не знаем, где оригинал. И таким образом просто вы не состоитесь как полноценный шрифтовой дизайнер. Поэтому с этим нужно аккуратно. Если вы хотите чем-то вдохновляться, вдохновляйтесь какими-нибудь каталогами 19, 18, 20 века, то есть старые шрифты, которые только в бумажном изначально, в металлическом, деревянном были виде, потому что, по большому счету, они актуальности своей не теряют. Вы можете их перерисовать, как мы сейчас с вами перерисовываем каталог, по-моему, 66-го года советского шрифта. Соответственно, в цифровом виде это уже будет совсем другая история. То есть это, по сути, можно сказать, ваша полноценная работа. Понятное дело, что все знают, что он вдохновлен журнальной рубленой. Вы никого не сможете убедить в том, что вы изначально сами придумали эти графемы. Но просто чем-то вдохновляться ранее существующим в доцифровой эре – это нормально, так делают все, в этом нет ничего зазорного. Современные какие-нибудь оригинальные шрифты брать и перерисовывать, это такое себе на самом-то деле. Как я и говорил ранее, часто шрифты в названии содержат наиболее характерные символы, которые, во-первых, красивые, во-вторых, они хорошо складываются в какое-нибудь красивое название и отражают суть. То есть, например, когда мы, возьмем шрифт Fargo, который я пока еще не выпустил, но планирую, он хорошо показывает, как выглядит, например, буква R, как выглядит буква G. То есть, если мы посмотрим на этот шрифт в разных его начертаниях, он очень, скажем так, он приквадрачный, это сразу чувствуется по букве О, например. Он достаточно такой строгий, но если мы возьмем его версию с контрастным рисунком, то это совершенно другое настроение, но это все равно очень хорошо передается теми несколькими букв, которые я использовал в названии. Как я придумал слово Fargo? Да никак не придумал, просто я вспомнил название фильма, который мне нравится, и подумал, почему бы его так и не назвать, потому что название хорошо отражает настроение этого шрифта. Вот так это, собственно, и делается. Если мы посмотрим, например, на шрифт Орфея, то здесь тоже у нас присутствуют символы, которые очень хорошо отражают его суть. Сразу видно, что он тоненький, что он такой изящный, что у него такие длинные ноги, например, у буквы R, либо у буквы Я, своеобразная буква F. Все это тоже очень, А с таким сверху чубчиком. Все это тоже очень красиво. Или, например, шрифт Rare, который я уже показывал ранее. Почему именно Rare? Не потому, что он редкий, нет. Просто потому, что когда я рисовал первые только символы этого шрифта, я нашел какой-то старый каталог, не помню уже, и там была очень красивая буква R. И так как она очень характерная, очень яркая, я ее использовал в названии. И там одну-вторую букву добавил, получился Rare, почему бы и нет, так это и рождается. Шрифт Target, например, он очень такой технический, очень такой вы понимаете, о чем я говорю. Это хорошо отражается по рисунку. Название тоже очень соизмеримо с этим таким ретро-вайбом 80-х. И плюс, когда это набирается все в общий такой текст, тоже все это красиво смотрится и хорошо отражает все буквы, которые в названии, его настроение этого шрифта. И Zaskar, над которым мы сейчас работаем, это, по сути, почему он так называется? Потому что это несуществующее слово, я его просто придумал, его почти нету каких-нибудь, если вы наберете в каком-нибудь поисковике, вы, скорее всего, почти ничего не найдете, связанное с этим словом, редкие какие-то совпадения. То есть шрифта такого точно нет. Скорее всего, нет. А значит, если человек будет искать этот шрифт, он, скорее всего, его найдет. Именно мой шрифт. И плюс Zaskar, почему? Потому что это характерные символы, мне нравится, как смотрится S, мне нравится, как буква K смотрится, и пользователь сразу поймет, как этот шрифт выглядит. И плюс журнальная рублена начинается на Z, Zaskar тоже начинается на Z, как, просто такая дань уважения, что ли, оригинальному шрифту, который мы с вами используем в качестве образца, так сказать. Вам, разумеется, делать так не обязательно, вы можете придумать название какое угодно. Если у вас какие-то трудности с придумыванием названия самому, вы можете просто-напросто воспользоваться генератором существующих слов, которые просто хочет. Например, если мы откроем этот сайт, мы здесь можем сделать, во-первых, выбрать английский язык, чтобы
видеть только английские слова, это существующие слова, у них есть какое-то значение. Это желательно тоже гуглить, потому что, может получиться так, что ваш шрифт называется как-то неприлично на каком-нибудь из языков. В общем, здесь мы с вами выставляем количество букв в этом названии, и он автоматически генерирует слова. То есть, если хочу, чтобы название шрифта было трехбуквенное, вот, пожалуйста, вам список трехбуквенных слов. Хочу, чтобы он состоял из... с пробелом нельзя, значит, вот из такого количества символов, пожалуйста, вот вам существующие слова с таким количеством букв. Выбирайте любое, допустим, там, Pasqual или Predate, можно назвать так шрифт, почему бы и нет, тоже такой вариант я иногда использую. Предположим, в вашем шрифте есть вот прям 100% красивые, прям супер-супер обалденные буквы, вы точно хотели бы, чтобы они были в названии. А если предыдущая ссылка генерировала существующие случайные слова, и там этой буквы могло и не быть, то на другой ссылке с этого же сайта можно сделать генерацию слов и поиск слов существующих по шаблону. То есть я могу вот здесь набрать необходимые буквы, которые я бы хотел, чтобы точно были в этом шрифте, также поставить несколько звездочек, чтобы у нас, например, было слово из 8 букв в приоритете, если хочу вот определенную такую длину. Вот выбираю, что это у нас существительные, города и имена, наверное, не нужно, просто существительные. И жму поиск, и он нам вот такие предлагает слова, там, антибанк, available и так далее. То есть, почему бы и нет. Если добавлю сюда букву F, нажму поиск, слов поменьше уже будет, но он, по крайней мере, вот в первую очередь нам предлагает по шаблону 9-буквенные слова, а потом уже меньше, меньше, меньше. Вариантов, как видите, очень много, поэтому выбрать есть из чего. Тоже как вариант. В пункте дополнительно можно здесь уже настроить какие-то повторения букв или отсутствие повторений. В общем, это вы уже тоже разберетесь. Или, например, если вы не хотите использовать существующие слова и хотите 100% оригинальное слово какое-то, почти 100%, у которого, по крайней мере, нету какого-то там основного значения, можно сгенерировать вообще просто хаотичный набор букв, но который звучит более-менее как-то внятно. Для этого у нас есть два сайта. Первый — это генератор имени, в котором вы можете выбрать английский язык, например, выбрать какие-нибудь настройки, в которых что-то там повторяется, что-то не повторяется, например, вот 3 согласных подряд или там 3 гласных подряд, допустим. Количество букв нам не важно, жмем «Сгенерировать», и вот такие необычные названия нам предлагает этот сайт. И второй вариант, который имеет меньше настроек, но тоже генерирует интересные какие-то слова. Генератор несуществующих слов позволяет нам по определенному какому-то шаблону и на некоторых языках сгенерировать несуществующие слова. Вот, пожалуйста, что-то из этого тоже можно использовать в названии нашего шрифта, если вдруг у нас с вами какие-то проблемы с фантазией. Если по ходу этого урока у вас возникли вопросы, то задавайте их в комментариях на русском или английском языках. Этот курс залит сразу на несколько видеоплатформ, а значит, я могу их не увидеть. Поэтому подписывайтесь на канал в Телеграме и задавайте вопросы в чате «Делаем буквы». Все дополнительные материалы будут выложены на сайте «Твой шрифтовый фетиш». Там же вы сможете найти шрифты Rare и Zasker, которые я упоминал в курсе. А еще делайте скриншоты вашего шрифта, хвастайтесь в соцсетях и отмечайте «Твой шрифтовой фетиш» в публикациях с этим хэштегом. Мне и вашим шрифтовым коллегам будет интересно посмотреть на ваши успехи в ходе этого курса. Если видео оказалось для вас полезным, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и увидимся в следующих уроках.